Из этого видео вы узнаете, что такое делистинг, почему может произойти делистинг акций и что делать, если объявлен делистинг компании с биржи. Всем привет! Вы на канале Жажда Про. Что такое делистинг? Делистинг– это исключение ценных бумаг компании из котировального списка биржи. При этом важно понимать, что в международной практике и российском законодательстве термин «делистинг» трактуется по-разному. В первом случае делистинг означает полное изъятие ценных бумаг компании из оборота на бирже и превращение компании из публичной в частную. В России предполагается только исключение фондовой биржи ценных бумаг из котировального списка. При этом компания остается публичной, а ее акции можно продавать и покупать на внебиржевом рынке. Подробнее о том, как покупать и продавать акции на бирже, смотрите в отдельном видео на нашем канале. Уровни листинга ценных бумаг. Одной из задач биржи является обеспечение прозрачности и формирование благоприятных условий для биржевой торговли. Для этого на бирже существует в том числе несколько уровней листинга, вхождение в которые дает определенный статус бумагам. Чем выше уровень, тем более надежен эмитент и более привлекательны его ценные бумаги для инвестиций. На московской бирже существует 3 уровня листинга. Первые 2 составляют котировальный список и отвечают самым высоким требованиям биржи. Третий уровень листинга – некотировальный. В него попадают ценные бумаги, которые соответствуют законодательству Российской Федерации и требованиям Банка России, но не проверяются биржей на соответствие внутренним правилам, поэтому имеют более высокий уровень риска. Для инвестора любое снижение уровня листинга акций компании – тревожный знак, указывающий на необходимость внимательно разобраться в причинах произошедшего. Узнать, какие акции лучше купить сейчас, вы можете, посмотрев специальный видеоролик на нашем канале. Виды делистинга и их причины. Процедура делистинга может быть проведена в 2 случаях – по решению биржи или по инициативе эмитента. Рассмотрим каждый случай подробнее. Принудительный делистинг акций – это самый неприятный вариант как для эмитента, так и для инвесторов. В данном случае ценные бумаги исключаются из листинга по причине того, что компания перестает удовлетворять требованиям биржи. Для инвестора это является сигналом, что эмитент потерял доверие бирже. Причинами принудительного делистинга могут быть банкротство или ликвидация компании, предоставление эмитентам недостоверной финансовой отчетности, нарушение компанией законов страны или требований биржи. Добровольный делистинг происходит, когда руководство компании-эмитента по своему желанию принимает решение покинуть биржу. У компании для отзыва бумаг с биржевых торгов может быть несколько причин. Первое. Финансовые проблемы, повлекшие нехватку средств на оплату листинга. Вторая. Нежелание эмитента раскрывать информацию о делах компании, к примеру, для защиты от санкций. Третье. Новая стратегия привлечения инвестиций. Например, компания уводит акции с площадки определенной страны. Четвертое. Изменение формы регистрации компании. Например, компания-эмитент перестает быть публичной организацией и становится частной. Или происходит слияние компаний. Тогда каждый эмитент добровольно запрашивает делистинг с тем, чтобы в дальнейшем выходить на биржу уже как новая компания. Пятое. Консолидация компании. В этом случае один или несколько мажоритарных акционеров выкупают акции у миноритариев, чтобы сменить курс компании. В этом случае торговые объемы становятся небольшими и теряют экономический смысл для самой компании. Что делать, если по вашим акциям планируется делистинг? Варианты действий инвестора. Вариант первый. Продать акции до исключения их из биржевых торгов. Чаще всего инвесторы выбирают этот вариант при банкротстве компании. Чем раньше получится продать такие бумаги на бирже, тем больше можно за них выручить. Новость о делистинге спровоцирует падение стоимости акций, и инвесторы, не успевшие выйти из бумаг раньше других, будут вынуждены продавать свой актив по существенно более низкой цене. Вариант второй. Сохранить акции.
Несмотря на делистинг и переход акций в некотировальный список, у инвестора сохраняется право на дивидендные выплаты. Так что если у компании хорошая дивидендная история или хорошие перспективы в этом направлении, то вариант оставить акции при себе может оказаться довольно выгодным. Но при данном варианте надо учитывать, что такие бумаги будет сложно продать. Сделать это можно на внебиржевом рынке. Однако на продажу может уйти много времени, либо покупатель может не найтись вовсе. Вариант третий. Воспользоваться офертой. Этот вариант работает при добровольном делистинге. В этом случае ему будет предшествовать оферта, по которой желающие смогут продать свои акции по цене не ниже средневзвешенной цены торгов бумагами за последние 6 месяцев. Особняком стоят случаи реорганизации компании. В таком случае оферта может подразумевать смену старых ценных бумаг на новые, выпущенные новообразованным юридическим лицом. Условия обмена в таких ситуациях разнятся. Каждый случай делистинга индивидуален, и предложить один способ решения на все случаи невозможно. Однако, чтобы снизить риски такого события, рекомендуется хорошо диверсифицировать свой инвестиционный портфель, отдавая предпочтение компаниям из первого и второго эшелонов с устойчивыми финансовыми показателями. Более рискованные активы должны занимать небольшую долю вашего портфеля, и вам стоит пристально следить за их финансовым положением, перспективами выплат дивидендов, а также отношение руководства к миноритариям в целом. О том, как правильно составить инвестиционный портфель, у нас на канале есть подробное видео. Рекомендуем вам его посмотреть. Мы подробно рассказали о том, что такое делистинг, какие виды делистинга бывают и что делать инвестору при делистинге акций. Если вам понравилось видео, поддержите лайком и комментарием, а также подписывайтесь на наш канал Жажда Про.